25 февраля 1803 года императорские сословия встретились в Германии, городе Регенсбург, для того, чтобы принять один из последних законов Священной Римской империи немецкой нации. Тогда еще никто не знал, какие последствия понесет за собой этот закон. В Германии государство и церковь разделены. Как государство, так и церковь имеют свои источники доходов. Одним из основных источников дохода церкви является церковный налог. В 2021 году он составил около 6 миллиардов евро для протестантской и 6,5 миллиардов евро для католической церкви. Кроме церковного налога, у церкви есть и другие источники доходов. Одним из них являются так называемые государственные пособия, которые поступают протестантской и католической церкви. Более 50 миллионов ежемесячно, и это напрямую от немецкого государства. То есть, абсолютно неважно, какой вы национальности и какую религию вы преследуете. Неважно также, из какой страны вы приехали в Германию и посещаете вы церковь или нет. Если вы платите налог, значит вы платите церкви. Для того, чтобы понять причину, нам необходимо вернуться на 200 лет назад. 25 февраля 1803 года императорские сословия встретились в Регенсбурге, чтобы принять один из последних законов Священной Римской империи немецкой нации. В наполеоновских войнах территории империи на левом берегу Рейна перешли к Франции. В частности, территориальные потери понесли Пруссия, Бавария и Баден-Вюртемберг. Пострадавшие князья потребовали за это компенсацию. Внимание императорских сословий тогда падает на гигантские активы церквей. Церковные земли были экспроприированы и переданы князьям, понесшим потери на левом берегу Рейна. Такая экспроприация церквей называется секуляризацией, в результате чего церкви потеряли большие суммы активов и доходов. Раньше церкви оплачивали большую часть своих расходов за счет доходов от земли, а теперь требовали компенсации для себя. В качестве компенсации государство взяло на себя финансирование пасторов и ряд других услуг. Это и есть основная причина, почему государство платит церкви по сей день. Сюда входят зарплаты епископов и священников, а также содержание некоторых зданий. Несмотря на то, что служащих в церкви с каждым годом уменьшается, государственные пособия с каждым годом увеличиваются. К примеру, в 2012 году, по данным Гуманистического союза, сумма выплат от государства церкви составила 475 миллионов евро. В 2022 году эта сумма выросла уже до 594 миллионов евро. Все земли, за исключением Бремен и Гамбург, обязаны платить. Когда в 1919 году была принята Веймарская конституция, этот проект был закреплен в статье 138. В нем говорится, государственные услуги религиозным обществам, основанные на законе, контрактах или специальных юридических титулах, заменяются государственным законодательством. Рейх устанавливает для этого принципы. Но ничего не произошло. Вместо этого конституционная статья была просто принята и продолжилась, когда в 1949 году был принят основной закон. До сих пор было предпринято множество попыток по замене и прекращению выплат компенсации церквям. Чтобы церковь отказалась от государственных льгот, ей нужно сначала сделать выгодное предложение, компенсацию за компенсацию, так сказать, плату за перевод. Однако, конституционно невозможно компенсировать церквям эту замену. За последние 100 лет церкви получили компенсацию в 100 раз больше, чем им полагалось. Несмотря на это, их мнение остается прежним. Государство, следовательно, все налогоплательщики должны платить.
Хочется надеяться, что государство в скором будущем сможет договориться с церковью об упразднении этих субсидий, иначе выходит несправедливо, что каждый налогоплательщик невольно поддерживает ту или иную церковь вне зависимости от своего вероисповедания.